Ну что же, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и стандартно будем заниматься бесполезным делом, то есть проверять IP68 у Samsung S23 FE, но разумеется, если даже он у вас утонет, скорее всего вам его не поменяют. Так, не забываем подписываться и не забываем, что вот то, что я делаю, это абсолютно неразумно, потому что последний смартфон, который я тестировал от Samsung, был Galaxy Fold Z5, Z Fold 5, а до этого Z Flip 5 у меня погиб при таком же тесте. То есть благополучным образом я его таким же образом потопил, и он у меня приказал долго жить. Мораль: лучше так не делать, если вы не хотите, чтобы ваш смартфон погиб. Потому что никто его вам менять, скорее всего, не будет. Ну, достаточно для того, чтобы предположить, что у вас он просто упал в бассейн. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам об этом смартфоне. Это Samsung Galaxy S23 FE Fun Edition, 22 я не припомню, 21 был волшебным. Что здесь интересного? Это, разумеется, металлическая рамка, просто бомбические камеры. На лайв-канале я несколько раз повторю, у меня несколько обзоров на эту камеру, то есть я на саму камеру снимал и показывал вам, что она может. Разумеется, 4К 60 FPS на фронтальный модуль, 4К 60 FPS и 8К 24 FPS на основной модуль, ультраширик, USB Type-C третьей версии. И по большому счету, по идее, это должен быть просто бомбический смартфон с классным AMOLED-экраном, притом прямым. Но все ли так волшебно у этого смартфона, вы узнаете в ролике. При том, что я с ним проходил уже, наверное, больше месяца. И есть смартфоны, на которых я не спотыкаюсь, я хожу с ними неделю, две, иногда три. Но с этим было все довольно сложно. Почему сложно, вы увидите в ролике. Меня этот смарт в каких-то моментах сильно разочаровал, в каких-то моментах порадовал. Повторяюсь. Все, смотря как смотреть. Не забудьте подписаться на канал с колоколом и обязательно досмотрите, дорезюмирую. Смотрим! Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой черной коробке из плотного картона. На ней есть изображение смартфона в минималистичном стиле, краткие характеристики и название модели. Упаковано все отлично. В комплекте мы имеем сам смартфон, без защитной пленки, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, с документацией. Блока питания и чехла в комплекте нет, что стандартно для Samsung в всех ценовых категориях в принципе. Прорезиненный слот на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать, разумеется, нельзя, и габариты устройства 158 на 76 на 10,7 мм, вес 211 граммов. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого, на Новый год я попытаюсь еще iPhone 15 разыграть. Все, как говорится, зависит от вас, смотрите описание. Не забудьте подписаться с колоколом и не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В этих 3 местах много всего интересного, посмотрите. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, такие как фиолетовый, черный, белый и мятный. Дизайн смартфона лично мне нравится, выглядит он стильно и аккуратно, пусть и на 54 похож. Тыльная часть выполнена из глянцевого стекла, а рамка из алюминия. В руке без чехла лежит удобно, так как грани не прямые, а закругленные. Материалы марки, из рук смартфон не выскальзывает. Несмотря на это, я советую его носить в чехле, как и большинство смартфонов. Многие говорят, что у них врезаются грани у рамки. Мне, в принципе, довольно удобно. Да, с одной стороны некомфортно, с другой стороны, ты постоянно ощущаешь, что смартфон у тебя в руках. Качество сборки по мне отличное, качество материалов хорошее. Ко всему, смартфон имеет защиту от влаги стандарта IP68. В начале ролика я его топил, но напоминаю, что из вообще смартфонов, которые у меня тонули, это только яблоки и Samsung. Этот смартфон выжил. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости с небольшим люфтом, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, за что плюс, хотя по моим тестам он почему-то был не 3.2. Я не знаю, в чем магия электронов. Отдельное спасибо за то, что смартфон поддерживают функцию Samsung DeX, но MSL подключения нет. Микрофоны, разумеется, тоже на борту, динамики основной и разговорный, звучание здесь стерео, так как разговорный выступает в роли основного. Такая полуторка, но она не ощущается, кстати. Здесь перекос минимальный между динамиками. Есть поддержка Dolby Atmos с 4 предустановками для разных сценариев использования. Ко всему, звучание хорошее и громкое. Вибромотор тактильно приятный, и силу вибрации настроить можно. Из минусов это отсутствие мини-джека и К-порта, ну и дисплей, который очень подвержен царапинам. Смартфон также оснащен дисплеем Dynamic AMOLED 2X на 6,4 дюйма с разрешением 3340 на 1080 пикселей, глубиной цвета в 16 миллионов цветов. Экран плоский, без закруглений, прямой и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей 402 ppi, рамки не громадные, но заметные. Имеется поддержка HDR10+, защита от синего света, функция Vision Booster для оптимизации настроек экрана для комфортного использования смартфоном при солнечном свете, пиковая яркость
1450 нит. Сколько он выдает при измерении люксометром, вы видите сами. Притом я бы сказал, что яркость довольно скромная, ниже, чем всяких Poco F5 и F5 Pro, всего 620 люксов. И это мало. Автоматическая яркость работает хорошо, при прямом попадании света на экран яркости в принципе достаточно. Частота обновления экрана 120 Гц, адаптивный режим, разумеется, на борту. Мультитач на 10 касаний откликается без проблем. Какой шим вы видите на экране? Ну, у Samsung это всегда все плохо. Для пользователей это означает, что глаза будут уставать быстро, опять же, если вы восприимчивы к шиму. Но таких становится все больше и больше. Не зря придумали DC-dimming. Это не маркетинг. Глаза и правда меньше устают. У Samsung его нет. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев находится на удобной высоте, работает он стабильно и быстро, но иногда с ошибками. Минус в том, что можно завести несколько одинаковых отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает также хорошо. Летим дальше. Установлен у меня процессор Samsung Exynos 2220. У кого-то будет Snap. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,8 ГГц. И да, это 2 года назад утрировано. То есть, по большому счету, они просто запихали старый процессор в новый смартфон. Графический процессор Samsung X-Clips 920, интерфейс One UI 6 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1, притом довольно медленная, на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, поддержка 5G сетей, 4G с 7 и 20 бендом и даже eSIM. Связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора отличное, микрофоны с датчиком приближения не подводили. Bluetooth предпоследней версии 5.3, Bluetooth кодеков на борту немного, но стандартные на борту. NFC поддерживается, емкость аккумулятора 4500 мАч, в программах показывает 4370 мАч, в PC-марке он выдает 7 часов с копейками, по отзывам пользователей и по моим подсчетам где-то 5 часов экрана, 4,5 часа экрана, это очень мало. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, также смартфон поддерживает зарядку на 25 Вт, беспроводную зарядку и реверсивную. Кабелем он от 0 до сотки заряжается в среднем за 1 час 10 минут, это не быстро, прямо скажем, это долго. И разряжается он от всего прямо очень-очень-очень неприятно быстро. Перейдем же к тестам. Что он выдает в тротлинг-тесте, вы сами видите, что в 3D-марке и всем остальном. Почему не особо хочется на этом останавливаться? Потому что в Antutu он выбивает всего 1 миллион попугаев, а за такие деньги это прям смешно. Storage-тест показывает 62 тысячи. Все, что касается этого процессора, это какое-то издевательство над пользователем. Я считаю, что Samsung просто на своих лаврах сидит и отмывает свои процессоры. Я не знаю, зачем им это делать, но я не думаю, что после использования S23FE у них прибавится фанатов. Хотя это может быть не Fan Edition в плане фанатов, а фан это в плане им забавно продавать на этих процессорах двухгодичной давности а-ля флагманы для фанатов. Основной блок камер в тыльной части состоит из 3 сенсоров и одной LED-вспышки. Основной сенсор широкоугольный Samsung S5KG N3 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, апертура 1.8. Сверхширик Samsung S5K3 L6 на 12 мегапикселей с углом обзора в 123 градуса, апертурой 2.2 и телефотосенсор на 8 мегапикселей с апертурой 2.4 и трехкратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и, конечно, 4К 60 FPS также на борту. Фронтальный сенсор на 10 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру, максимальное разрешение у него для съемки видео 4К 60 FPS, в 4К 60 FPS с ультраширика на основной модуль не перейти, но можно переходить на фронтальный модуль, это хорошо. В стоке имеется много различных интересных режимов, функций. В плане видеосъемки данная модель показала себя великолепно, поэтому советую посмотреть примеры, снятые в разных локациях сейчас. И на лайв-канале у меня несколько роликов, снятых на этот смартфон, включая путешествие по Вьетнаму. Я ничего не выбирал, как вы понимаете, для меня интересно, чтобы вы видели все недостатки. То есть это сырой материал, который мной был соединен для того, чтобы вы могли увидеть, где смартфон хорошо себя повел, где, в каких условиях плохо. И плюс еще обзор одним кадром, когда я хожу и рассказываю про него мои эмоции, потому что здесь все-таки больше не эмоций, а моего анализа по соотношению цена-качество. 4К 60 FPS, я вам скажу сразу по шумам и по отношению к свету. В каких-то моментах Samsung даже ничего, но если брать общую картину, лучше бы его было не сравнивать, правда? Хотя не такой огромный разрыв. Плохо, что бешеное количество шумов на небе. Вот это плохо. И вот она, волшебная фронталка у Samsung. Кстати, без сарказма. 4К 60 FPS. Я не скажу, что она прям ужасна. Посмотрите на шумы на яблоке, посмотрите на шумы на Samsung. Ну вот в такой позиции, конечно, Samsung проигрывает. А в целом разница в 2 раза в стоимости.
Ну и анализы фотографий я бы хотел, наверное, проводить все-таки с фотками из неудачных каких-то моментов. Вот S23FE, я стоял на месте, видите, люди двигались, и при апертуре, получается, с основного модуля в 1.8 ISO 640 камера повела себя не волшебно, чтобы вы понимали, что такое тоже бывает. И анализировать здесь нечего. Даже если фотографировать неподвижно и в моменте, вот посмотрите, опять же, еще одна ночная фотография. Все было протерто по максимуму, но люди в движении без особого режима, если в автомате, получались вот так. Апертура 1.8, ISO 1250 и стандартная 35 мм. Не лучшее, что может быть у мобильной фотографии. Как многие скажут, ну ты учись фотографировать. Ну учитесь, скиньте мне другие примеры с S23FE. У меня очень много смазанных фотографий ISO 640, апертура 1.8, вот она ночь. Вот. То есть, что здесь вырезать, чтобы можно было сказать, что не зря я остановился, чтобы сфотографировать, я не знаю. Притом удачных фотографий тоже бешеное количество. Опять же, бешеное количество, если не рассматривать вот такие вот артефакты. Никуда от этого не денешься. Ночное фото вот такое. Света не хватало, апертура 1.8, ISO 2000, но все равно все довольно печально. С другой стороны, у меня около 1000, наверное, фотографий в личную телегу скинуто с этого смартфона, и мне многие писали, почему у тебя так много неудачных фоток? Потому что их много. То есть я фильтровал, но вот здесь половину фотографий можно обрезать, половина вроде бы ничего, правильно? То есть если брать вот здесь вот кроп такой, о, классная фотка, а все остальное какой-то... Вот она работа со светом. Вот такая фотография тоже вроде бы удачная, ночная, но это с одной стороны. Когда ты начинаешь приближать, ты понимаешь, что здесь не то, что одно мыло и шум. Ну, плохое фото. Единственное, если ты будешь его в социальную сеть какую-нибудь выгружать, то по большому счету, а что надо? Вот на смартфоне оно будет выглядеть волшебно. Здесь у нас 13 мм и апертура 2.2, ISO 2500. И моя история это не про то, что показать вам неудачные фотографии. Вот она, пожалуйста, удачная. Цвета переданы отлично. Это ночь. А с другой стороны, здесь есть искусственное освещение. И учитывая, как отработал смартфон, он отработал очень достойно. Хотя если смотреть по краям, то смазано все капитально. Если смотреть на какие-то объекты, которые не попали в фокус, то размытие слишком большое по мне. ISO 400, апертура 1.8. Мораль моего анализа не в том, что здесь мало хороших фотографий. Просто эти хорошие фотографии довольно сложно получить на этом смартфоне. И в тот момент времени, когда вы захотите достать смартфон для того, чтобы сфотографировать, вы должны четко понимать, что может быть вот такая вот история. Понятно, что под углом еще что-то, но по факту очень плохо он работает с движущимися объектами. Есть режимы отдельные, но в автомате я считаю, что Samsung не идеален. Опять же, удачные фотографии днем и все остальное скачивайте в моей личной телеге, либо смотрите в рекламных обзорах, там их море. iPhone 13 Pro Max, конечно, с FX3. 60 FPS, съемка с одной руки, Вьетнам и колоритно, конечно. И я бы сказал, что вроде даже как-то цвета передает. Хотя есть ощущение, конечно, что чуть-чуть привирает. Желтый более желтый, оранжевый более оранжевый, а этот вообще зеленый, а вы его видите бирюзовым. Вот это просто антигород. Ханой во Вьетнаме. По тротуарам их здесь просто, их нигде нет. Я не знаю, уже полчаса хожу, я не видел тротуаров. То есть они есть, но они заставлены полностью байками, еще чем-то, и тупо невозможно нигде пройти. Сейчас еще более-менее. Ну и, соответственно, все пытаются тебя сбить. Это тебе не какой-нибудь Бангкок, где тебя будут пытаться не сбить. Это нытье, а не нытье, это то, что 4К 60 FPS, основной модуль, ощущение, что легкий туман или смог, не знаю, что это. И видите, все в масках. Вот так вы сможете снимать, если будете где-то передвигаться на свой страх и риск по проезжей части. 4К 60 FPS, и, в общем, все, кто слышит каких-нибудь кудрявых типов, которые снимают всякие ролики и рассказывают, как везде волшебно, а у нас плохо, вот до какой степени я всегда про то, что да, надо посмотреть. Нет, вот в Ханой, Вьетнам,
Я просто смотрел 1000 роликов, вот сейчас по нему иду. И я вам скажу прямо, что если вам кто-то посоветует сюда переехать, посылайте его на все знакомые самые неприличные буквы. Это раз, заехать можете сюда на день. Я хотя и полдня вам думаю хватит просто пройтись. Вы поймете, о чем я. И второй момент. Каждый раз, когда я там, не знаю, подснимал тоже мракобесная Мурина, которая, опять же, или Кудрова, все ругают. Ну, вот это вот все рядом не валялось по миллиарду просто, экваделиону причин. И я не знаю, какой апокалипсис должен произойти, чтобы у нас в самом мракобесном городе было как здесь. В личной телеге расскажу, но вам важно, вот как 4К 60 FPS снимает, разумеется. В этот раз я уже не удержался просто. Я бываю в большом количестве мест. И до такой степени иногда люди не объективны, потому что прибегают, отрабатывают контракты и убегают. В общем, эмоций нет. Если у вас перед глазами этот ролик, значит все закончилось хорошо, но пока ощущение, что все закончится очень плохо. Ночь, 4К 60 FPS, Ханой. Год я никуда не выбирался. И вот так будет выглядеть озеро и местные кафешки. И архитектура чуть-чуть. 4К 60 FPS, аналог Красной площади, я так понимаю. Рядом с дворцом Хошимина, мавзолеем. Вот так сможете снимать ночью в странах, которые въезжать, но ощущение, что ты здесь гость, пусть даже званый, но так, который должен быть в напряжении. 4К 60 FPS, съемка с Samsung S23 FE, Вьетнам, Ханой, ночь. И это еще не самая плохая улица для передвижения, хотя она близка к самой плохой. И ночью не так много машин и байков. Всем абсолютно наплевать, что тебе вообще не пройти. Все тротуары забиты столами. Второй ряд стоят байки с машинами. Байкам наплевать, что тебе не пройти. В общем, это нытье с моей стороны. Но главное, вот так вы сможете снимать еду. Ночь, ультраширик и максимальное разрешение для съемки у него 1080p 30 fps. Вот так. Всем бодрого дня, 4К 60 fps, фронталка, Samsung S23 FE. И сегодня вы увидите, каким образом снимает данный смартфон в реальных условиях обстановки во время поездки в Сапа, Вьетнам. И меня зовут Саня, основной канал. Сделаю, разумеется, обзор одним кадром, но пока вот такое вот вступление. Я не знаю, точно у меня получится этот ролик сделать. Надеюсь, аудио не будет выпадать, никаких дополнительных микрофонов. Только хардкор, только 4К 60 FPS. Поездка, прогулка на 2 дня. Для вас это все будет максимально быстро. А самое главное, вы увидите, как в различных условиях обстановки Samsung вывозит по камере. Подписываемся на канал с колоколом, смотрим. И теперь клип. Вот так выглядят автобусы для поездки вдаль. Ну что, вот такой вот отельчик. Непонятно, почему у меня 2 кровати, ну и ладно. Я не особо расстроен. Кондиционер есть, вентилятор есть, вода есть, зеркало есть, и даже есть окна. И люди. Вот так. Такие вот виды, когда ты едешь в городе. Как мне сказали, лучше ехать в августе или сентябре, но выглядит все это бомбезно. Я думаю, таких видов еще вы увидите много. Потом вас куда-то ведут, чтобы вы погуляли километра 3-4. Никаких серьезных восхождений, конечно же, нет. Но весело. Даже слегка экстремально. Вот такие прогулки уже над застраиваемой площадью. Выглядит все очень классно. Миллиард просто моментов, где можно фоткаться. 4К 60 FPS. Вот такие виды здесь открываются. И это без, получается, солнца. То есть здесь у нас туман, туманище. Красиво. Сразу живность, и не для туристов, а чтобы питаться, скажем так. Но даже в деревянных лачугах мы видим, что правильно, кондиционеры.
Цивилизация приходит вместе с туризмом. Немного фронталки. В месте, где миллиард фотографий народ делает. А потом их кропает и постит. И каждые 15 метров, разумеется, просто бешеное количество магазинов с национальными одеждами. Выглядит все, кстати, классно. Очень классно. И самое главное, много. Просто безумное количество. Вот такие вот инсталляции здесь есть. Их здесь просто море. Чтобы фотографироваться просто до упора. По полной программе. Вы понимаете, да, вид? Что даже если здесь погоды толком нет, все равно фотки просто нереально шикарные. Как говорится, количество локаций для фото просто беспредел. По полной. Фотки, 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 фотки. Еще немного живности для колорита. 4К, как всегда. Безумная красота, конечно. И вот так, если вы в движении будете что-то снимать, понятно, что большинство это будет делать вертикально 10 секунд. Вот это вы сможете снять. Эти фрукты реально выглядят как не настоящие, но они настоящие. Посмотрите, даже потемнение где-то. Вот так. Вроде водопад, там, не знаю, метров 15, а локация просто бомба. Ну и здесь побольше, наверное, водопад, наверное, метров 25-30, может даже 50. Хотя, может, это даже водопадом не считается. Народ здесь перепрыгивает. Вот такие виды. Вот так вот выглядит, получается, представление у этой локации. X. Вот так, 4К 60 FPS, еда утренняя. Можно еще всяких соусов накидать, но не факт, что это будет съедобно. День второй. Все идут куда-то там. Да. Туманно, где-то там вода, но в целом погода комфортная. Достаточно к нам на север один разок скататься, чтобы понять, что здесь мечта. Заполярье, вот там тяжело. Здесь так, просто всегда облака в городе. Вот так здесь носят детей. Вот такой здесь туман. Хотя это не туман больше, а просто облако. И вот такие вот будут 12 километров серпантины и тумана. То есть это не Марс бросок на 50 километров полной выкладки. Но гулять есть где. Но, как говорится, будем честны, такой себе хайкинг, когда у тебя вот такая дорога. Вся вылизанная, утрирована. Специально для туристов. 4К 60 FPS. Silent Hill продолжается. Выглядит все лучше на экране, мне кажется, чем в жизни. В жизни просто прогулка где-то и все. Единственное, туман. А вот это уже выглядит веселее. Здесь, конечно, при желании после какой-нибудь лютой вечеринки можно и убраться. Вот такая вот дорога. Аккуратненько. И я уже чуть не растянулся здесь, кстати. Еще немного бамбуков и злых собачек. Вот такие виды. Фотографируюсь не могу и не хочу. Вот нехорошо ему там. Или наоборот хорошо. Гуляет. Вот это уже больше начинает походить на хакинг. Прогулочка. Наверное, во время дождей вообще не весело. Только в резиновых сапогах гулять, как и местные. А не в кроссовочках. Немного живности с иксами X10. И вот такой вот вид с моста. Притом ручки не трогать, они падают. То есть они здесь для вида, прям для вида. Но вид шикарный по мне. Если остановиться,
Еще и плавненько повести. И потом можно еще нарезочки всякие делать. И вот так 4К 60 FPS на фронталку. Без всяких водичек громких. И основная камера. Тоже много водичек. Речушка, облака. Облака не такие явные, то есть вы видите выше контраст в небо. И вот так. Наконец вышло солнце, чтобы подснять все это дело. Кстати, не так, получается около, наверное, 2 часов прогулки и все. Дальше поесть, потом час обратно, плюс-минус. В целом, кто угодно сможет осилить подобный маршрут. Ну и финализировать бы хотелось на фронталку. Итого я съездил в Сапа, получается, на 2 дня за $65. Снимал на Samsung S23 FE 15 Pro Max. Прогулки, просто ехать для того, чтобы понафоткать всего чего, потому что все остальное там дороже. Кому интересны бары, там тоже баров, веселух много, но не в этот сезон. Если говорить про смартфон, хотелось бы лучше, но что есть, то есть. В принципе, неплохие результаты у камеры, по мне. Не забываем прожать лайк, написать в комментариях, чтобы я продолжал такие штуковины, потому что обзор одним кадром хорошо, и он на S23 FE будет, разумеется. Но такие travel штуки тоже показывают вам, на что в принципе способна камера. Где-то не очень приятно для нее. Понятно, лучше бы таскать с собой стабилизатор с одной стороны, с другой стороны неохота его таскать, я его и не таскал. И в целом, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться с лайком, написать в комментах «продолжать» и подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Основной канал Польза.нет, уже 427 тысяч подписчиков лайв для души, как говорится. Исходники фото в бешеном количестве в моей личной телеге. Тоже подписываемся, качаем и смотрим. Samsung падает по продажам, но нам от этого только лучше. Почему? Потому что выгоднее можно купить. Хотя тормозит он, если честно, не на свои деньги. Вот подтормаживает систему прям противно. И фотки очень часто неудачные получаются. Всем добра! Так, первая столица Вьетнама, которая была до Ханоя. Вот она перед вами. Ей больше 1000 лет. Съемка на основной модуль 4К 60 FPS. Долго мучить не буду, но так как ходил, надо показать. Правильно? Что он может здесь. Тем более вы можете сравнить, как снимал iPhone 15 Pro Max. На лайв-канале есть как раз travel мини-влог. Вот. А что это может, вы тоже сейчас видите. Относительно яблока. В том, что ты можешь его менять. И все. И на фронталку. Только единственное, надо подождать, чтобы звук, пока менялась камера, переключился. Вот для чего нужна защита от влаги. Дождь, ветер. И вот так вы сможете снимать дождь, свои поездки на лодочках в Вьетнаме. Виды, конечно, шикарные, но здоровье это вам не прибавит дождь. А самое важное, вот для чего нужно 4К 60 FPS. И по такой причине 4К 60 FPS защита от влаги будут актуальны иногда, особенно в путешествиях. Погоду-то не особо выбираешь. Вот. Интересно сказать, но природа прям безумно напоминает Доминикану. Прям безумно. Особенно этими скалами. Немного съемки в пещере, 4К 60 FPS. И это основное, это фронтальный. 4К 30 FPS фронтальный модуль, по ощущениям он снимает, кстати, лучше, чем 4К 30 FPS фронтальный модуль у Яблока 15 Pro Max. Он, опять же, мое субъективное мнение. Вот, наверное, безумно кайфово здесь кататься, когда солнечно. Но когда у тебя дождь, холодина, и ты весь промок, и холодно, как бы хуже, наверное, только тому, кто гребет, да?
Видно, конечно, космос. 4К 60 FPS, и все это с музея Вьетнама. Вы сможете в фотографиях увидеть в моей личной телеге. Сфотографировал все, кому что-то интересно по поводу войн, которые здесь были, и основных военных событий, которые пережила эта страна. Вот такой вот мини-памятник, напоминание об американцах. Минусы: процессор просто дно, скромный аккумулятор, поддержка зарядки всего на 25 Вт, нет блока и защитной пленки в комплекте, шим, как всегда, ужасный, и экран царапается моментально. Не буду говорить вам про рамки, потому что это ближе похоже к издевательству, то, что делают пиксели в своих часах. Но опять же, учитывая, что пиксели свои часы дарят вместе со смартфонами, смысл их ругать. Это когда их покупаешь за 200-300 долларов, то тогда да, а так великолепные часы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В одном вы всегда можете посмотреть, какие цены были на те или другие устройства. В другом телеграм-канале взаимопомощи пообщаться с 16 тысячами пользователей, из которых 5 тысяч стабильно читающих чат и разбирающихся в технике 3 года, собираемые не рекламой, а с этого канала специалистов, которые, может быть, грубо, но объяснят вам, что, по их мнению, стоит вам приобрести, не продавцы. И третий мой телеграм-канал, в котором мы общаемся по поводу различных новинок 24/7. Можно сказать, я в нем живу, как и на YouTube. Не забудьте, кстати, подписаться на этот канал и на лайв-канал, потому что на лайв-канале вот по поводу смартфонов информации точно не меньше. И самое ужасное, что этот смарт я пытался гонять в Твиче, и он даже не смог стримить в 720p. Это может делать даже смартфон за 150 долларов. За что можно купить этот смартфон? Ну, не за то, что здесь защита от влаги, потому что она есть уже в всяких Xiaomi-шках 14 версии и подобных, и 13 тоже. За что еще можно его попытаться приобрести? За процессор? Нет, он здесь ужасен. За экран, как мне многие пишут, ну, меня экран не интересует, меня интересует камера. В этот момент я хочу предложить человеку, который мне пишет такой комментарий, что почему бы тебе не приобрести тогда камеру, а не смартфон. Так вот, к чему это все? К тому, что каждый раз, когда я держу в руках какой-нибудь смарт от Samsung, будь то A54, S23, S23 Ultra, на старте продаж с бесконечно конским ценником, я говорю, что это хлам, шлак, и ни в коем случае не покупайте. А в итоге все эти смартфоны появляются в моих топах потом через полгода. Почему? Потому что Samsung за эти деньги не может продать эти устройства, но это было бы смешно, если человек в своем уме Exynos 2200, которому 3 года, будет покупать за эти деньги. Даже хуже, чем iPhone 15 по совокупности факторов. То есть рамки космос, шим космос, тормознутая система относительно всяких OnePlus 12, ты чувствуешь прям космически разницу. Помимо этого у тебя внешка, как у бюджетки, как у A54, многие этому радуются и говорят, вот чехлы, там еще что-то. Нет, это ненормально, у тебя смартфон флагманской цены, он должен выглядеть как флагман, хотя бы без этих металлических оборок у фронталки и еще многих всяких штуковин. Но сколько бы хейта я не накидывал, я понимаю, что у Samsung есть своя фан-база, и она вот как шорами смотрит, и он хороший, он хороший. Притом объективно это хорошо, наверное, иначе кто бы смотрел этот обзор, и кто бы досмотрел, дорезюмируя. И кто бы мне потом писал комментарий, что я просто не понял. Вот я не понял, минус 30% стоимости, я бы с Samsung поговорил еще по поводу того, что здесь там экран царапается, ладно, рамки огромные, ладно. Не может он Twitch даже в 720p стримить, как смартфон за 150 долларов, да тоже в топку. Я не знаю, не хватает у него автономности. Единственный как бы из супер брендов, кто не допилил автономность, меньше 5 часов экрана у всех. Ну тоже ладно. Зато Samsung, наверное, вот так надо говорить, зато Samsung, поддержите отечественного, как говорится, производителя, потому что ему нужно как-то продать процессоры трехлетние. Но это лирика, не лирика, от меня девайсу однозначно нет, за эти деньги, за какие деньги бы я его приобрел, я даже не знаю. Почему? Потому что кроме камеры здесь нет ничего, за что его стоит советовать. Это мой субъективный подход, у вас может быть абсолютно другим, и это хорошо, если он вам понравился. То для того, чтобы оценить его, может быть, стоит S23 Ultra взять, который бы я точно брал вместо него, или S23. Посмотрите обязательно на лайв-канале тесты на S23 тоже и на S23 Ultra, где я одним кадром вот так хожу, снимаю. Еще раз, 1000 раз подумайте, скачайте фотографии этого смартфона и подобных с моего телеграм-канала личного, где я скидываю исходники. Мне смартфон как камерафон понравился, как смарт это
абсолютно оторванная от реальности стоимость до состояния бесконечности. Очень хотел его похвалить, очень хотел вытянуть из себя что-то позитивное, потому что все его ругают. Но нет, я здесь как все. Потому что в моих сценариях использования один тест он отработал хорошо, тест одним кадром, а второй он просто отказался проходить с твичом. То есть в играх его использовать невозможно. В играх он на уровне смартфона за $120, 140. И то те иногда лучше справляются. Ставьте обязательно лайки, иначе я это больше штуки покупать не буду. Я потому что не знаю, как одни у меня тонут Z5 флипы, вторые вот тормознутые, поцарапанные, непонятно, как потом буду продавать. Вот такие вот эксперименты. Будете приобретать, сразу обклеивайте его всем, чем можно, и сразу ищите такого же фаната, который в перспективе у вас сможет это приобрести дело. Вот после этого люди точно уходят от Samsung. Если 23 понятно, S23 Ultra понятно, это топовые девайсы за свои деньги сейчас. Это дело непонятно для кого, для чего и зачем. Всем великолепного дня, добра и удачи вам, дорогие друзья!